Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Chevrolet Aveo второго поколения. Поговорим в этом видео о всех его плюсах, минусах и разберемся, кому может быть интересен этот авто к покупке. Лично, на мой взгляд, этот авто интересен тем, кто еще не особо искушен автомобилями, он не ищет себе Range Rover за 300 тысяч рублей, и его вполне себе устроит иномарка Б-класса до 500 тысяч, там может быть 500 с небольшим хвостиком. Самое главное, чтобы она была не сильно старая, там до 10 лет, может быть около 10, скажем так, да. Какие у него основные конкуренты в этом ценовом диапазоне? Это Solaris, Rio, Polo, Rapid, наверное. Нет, Rapid уже он позже вышел, он будет стоить дороже. То есть зачастую на эти автомобили пересаживаются люди, которые до этого катались на отечественных автомобилях, либо рассматривают себе как первую иномарку до 500 тысяч. То есть с кругом покупателей мы примерно определились, и возможно вы как раз открыли это видео из-за того, что подбираете себе какой-то подобный автомобиль в этом ценовом диапазоне. Лично мое мнение, стоит автомобиль, вот сразу скажу, рассматривать покупки или нет. Да, стоит. И в этом видео вы узнаете, почему я так считаю. Те, кто немного следит за моим каналом, они знают, что вообще ко всей продукции GM я отношусь с любовью, да, немножко, скажем так, предвзято. У меня у самого была первая тачка GM-овская. И кто бы что ни говорил, я считаю, что за свои деньги они всегда предлагают очень и очень интересные вещи и отличаются от конкурентов в первую очередь надежностью. Но давайте обо всем по порядку. Начнем с его дизайна. Ни для кого не секрет, что внешность у этого автомобиля, она узнаваема, особенно спереди. То есть такие блок-фары у нас сделаны, разнесены. Возможно, кому-то они напомнят немного Жигули, там шестерку, тройку, да. Но смотрится интересно. Решетка по тем временам, то есть машина 2012 года, когда она появилась, вот спереди она смотрится очень молодежно и агрессивно даже в чем-то, да. Может, кто-то даже немножко ее дизайн сравнит именно в передней части с Лансером 10. Но как минимум на фоне Полика либо Соляриса, на мой взгляд, она в плане дизайна выделяется в лучшую сторону. Да, это все вкусовщина, кому-то понравится, кому-то нет. Есть помимо вот этой внешности замечательной, у него еще одна фишка, но о ней я расскажу вам где-то минуток через 5. Вот такого точно нет ни у кого из конкурентов. Поговорим немного о технической части данного автомобиля, о том, с какими проблемами вы можете столкнуться в процессе его эксплуатации. Здесь конкретно Ecotec, вы видите, написано, да? Возможно, кто опелями владел там еще с 90-х лет, эта надпись им знакома. Установлен, в принципе, тот же самый двигатель, который устанавливался на опеля еще там, с конца 90-х. Он немножко доработан, у него появились фазовращатели, и его суммарная мощность при объеме 1.6 составляет 115 лошадиных сил. Если вы рассматриваете Chevrolet Aveo второго поколения в кузове седан, то в основном вот эти моторы у вас и будут встречаться в объявлениях. Что могу сказать? Мотор сам по себе, он очень надежный, он гипер просто надежный, с ним практически нет никаких проблем. Есть некоторые моменты с навесным оборудованием, там, допустим, с тем же самым, не знаю, с термостатом. Вот, раз в 50 тысяч у вас может потребоваться замена термостата. Есть нюанс с теплообменником, то есть где-то раз в 150 тысяч, возможно, даже до появления каких-то показаний, лучше поменять все прокладки, уплотнители теплообменника. Иначе после этого вам придется, если они дадут течь, промывать всю систему охлаждения. Вот такие моменты, если кто-то когда-то с GM имел дело с любой моделью, неважно, там это Лачетти, там Астра, либо еще что-то, все это ему максимально знакомо, здесь он нового для себя ничего не узнает. То есть в целом агрегат очень надежный, но есть нюансы по обслуживанию, о них нужно знать, и возможно вам это сбережет очень сильно финансы. По катушке зажигания, вот соответственно под этой крышечкой, где написано у нас Ecotec, находится катушка зажигания сразу на 4 свечи. Выходит она из строя зачастую только из-за того, что вы упустили замену свечей, на них выгорел зазор, сопротивление стало слишком большим, и, соответственно, умирает катушка зажигания. Свечи очень достойного качества на эту машину стоят буквально от 200 рублей за штуку, поэтому катушка стоит, наверное, где-то от 150 баксов, может, от 130 за штуку, она всего одна. Поэтому очень и очень нелогично не менять свечи за 200 рублей, а потом сразу попадать на очень круглую сумму. В отличие от тех же корейцев, хотя это тоже кореец на самом деле, ладно, вы поняли, что я имею в виду Solaris и Rio, здесь мотор не задиристый. То есть нет никаких проблем
с задирами. Там они есть зачастую из-за того, что у вас сыпятся катализаторы, сделанные из какого-то корейского риса. А здесь катализаторы, ну, вы не найдете просто массовых каких-то проблем, жалоб, чтобы владельцы на них жаловались. Все ходит, ничего вырезать не надо, пламя-гасители, не надо ничем заморачиваться. Просто правильное, должное обслуживание этому мотору, и все. Ни о чем больше не беспокойтесь. Также не найдете массовых жалоб, так как это было, допустим, с Крузом, на автоматические коробки передач. То есть у большинства они выхаживают 200+. Если вы аккуратный водитель и меняете в них масло, то они могут даже выходить и 300+ без ремонта какого-либо. По подвеске стандартно для GM передние стойки стабилизатора стоят копейки, меняются ну, элементарно самостоятельно, либо в сервисе за копейки. Также в сети, возможно, вы найдете жалобы на частые проблемы со ступичными подшипниками. Лично, на мой взгляд, это зачастую бывает у тех, кто как раз-таки катается на 17-х колесах. Те, кто катаются на 15-х колесах, они вот как-то не так часто жалуются, скажем, на это. И стандартная для всего GM, это было еще с Лачетти тема, у кого-то стойки, там особенно задние, потекли на 30 тысячах, у кого-то на 40, у кого-то да, они отходили 400. От чего зависит, до конца непонятно, может какие-то заводские нюансы, но самое главное, что вы должны знать, что на эти машины куча и куча аналогов. То есть вы можете найти любую деталь там по ее оригинальному номеру, и после этого вам выдаст такой список ее аналогов. То есть, допустим, если мы рассматриваем передние колодки, то там оригинал может быть стоить около там 6 тысяч рублей. Вы забиваете оригинальный номер в поисковую систему там какого-то сайта по подбору запчастей, и он вам выдает массу вариантов там от 500 там, и до 10 тысяч. То есть и дороже, чем оригинал, и вообще какого-то непонятного качества. В общем, любой себе запчасти на этот автомобиль подберет по достойной цене, никого он не разорит. Итак, в принципе, если подвести какой-то итог, то в целом агрегат надежный, покупать можно и ездить радоваться. Если что-то где-то нужно поменять по подвеске, по каким-то еще мелочам, по обслуге, все стоит копейки. К примеру, комплект фильтров для полного ТО на данный автомобиль от одной известной корейской фирмы, состоящей из 3 букв, сюда стоит примерно 700 рублей. Это все фильтра 700 рублей. Масло этот двигатель ест абсолютно любое, но большинство людей заправляют его GM-овским оригинальным маслом Dexus 2, которое стоит ну плюс-минус 1500 рублей. В принципе, тоже весьма хороший вариант, недорогой, самое главное не затягивать с заменой. И того мы имеем, чтобы он провести ТО с заменой фильтров и масла всего, то есть получается 2200. Например, даже на большинство уже отечественных автомобилей, если не говорить об иномарках, там 700 рублей может стоить один только фильтр. И так далее. То есть смысл. Итак, если посмотреть на автомобиль под данным ракурсом, то в принципе ничего примечательного нет. Он особо ничем не выделяется среди остальных. Единственное, что бросается в глаза в данной комплектации, это, кстати, одна из самых базовых, у него достаточно высокая резина. И если вы живете не в мегаполисе, а в какой-то провинции, либо небольшом городке, где у вас обычно проблемы с дорогами. Вот это, кстати, очень хорошо. То есть в больших городах эти тачки зачастую ездят там, на 16-х, на 17-х дисках. В нашем случае это 15-е с резиной 195/65. Она очень жирненькая. И за счет этого вы найдете, возможно, массу отзывов в интернете, что тачка жесткая. Здесь этого нет. Здесь вот все неровности съедает эта резина. Ну, как мы видим, еще из особенностей здесь задние барабанные тормоза. Но к справедливости ради нужно сказать, что ни у одного Aveo они сзади барабанные в этой ценовой категории. Переходим плавно к багажнику. Здесь мы видим довольно интересно сделаны фонари. В чем интерес? Во-первых, по тем временам, когда этот автомобиль был сделан, они занимают достаточно большую площадь. То есть другие производители, они зачастую делали фонари поменьше на тот момент. Это первый нюанс. Второй нюанс, что сейчас, например, в 2020-2021 году все стараются фонари делать узкой полоской и размазывать ее как там по крылу, так и по багажнику, чтобы узкие автомобили, а если в принципе посмотреть на Aveo вот чисто сзади, то вы понимаете, что автомобиль это Б-класса, он узкий. И вот такие вот линии прямые, узкие, они визуально делают тачку немного шире. Здесь же у нас наоборот фонарь сделан вертикально, и возможно за счет этого он и без того не широкий автомобиль визуально делает чуть уже. Багажник у нас открывается специальной кнопочкой, есть также кнопка и на ключах. И здесь вот начинаются такие маленькие, но весьма интересные моменты. Во-первых, если вы возьмете тачку
Solaris, тот же самый, например, или Rio, там у вас обивочка багажника, она будет наполовину обрезанная. Здесь мы видим, что хоть у нас и, скажем так, не премиальные материалы, да, то есть все такое достаточно простенькое, как это было, к примеру, и на той же Лачете, но обивка здесь полноценная, то есть, ну, не сэкономили каких-то там 10 сантиметров и не унизили покупателя тем самым. Точно так же все боковушки, они все зашиты таким же материалом. Здесь у нас пластиковая имеется накладочка, и сам по себе багажник, он весьма и весьма приличных размеров. То есть, если размер багажника при покупке автомобиля для вас имеет одно из важных значений, этот автомобиль обязательно следует рассматривать к покупке. Соответственно, под ковриком у нас запасное колесо. Никаких особо здесь крючков, ручек нет. На любителя я никогда, допустим, поэтому не парился. Для кого-то это очень принципиальный момент. Итак, переходим плавно на задний ряд. Посмотрим, что таит в себе Б-класс. Соответственно, видим, что комплектация у нас простенькая. Сзади стеклоподъемники ручные. Опа! Но зато по пространству. Как бы садишься, хватает, вот поверьте, места над головой с ростом 1,82 м, хватает места в коленях. То есть два человека, даже рослых, здесь весьма и весьма удобно усядутся. Им можно будет дальнюю дорогу перемещаться, все хорошо. Какой-то особый, есть небольшая формовка в заднем диване, но я бы не сказал, что она ярко выражена. При этом посадка вполне себе удобная. То есть на дальнее расстояние какое-то можно на нее уехать. Так, если кто-то не был знаком до этого видео с этим автомобилем, он, возможно, сейчас немного офигел от того, что мы здесь видим. Это не какой-то тюнинг, кустарщина, это вполне себе оригинальное решение от GM. То есть в этом автомобиле, который имеет такую весьма оригинальную внешность, они решили сделать еще и интересную приборку. Небольшая предыстория. До этого автомобиля у владельца был другой автомобиль, попроще. И был мотоцикл. И он как бы вот продал мотоцикл, продал, соответственно, автомобиль. И очень сильно горевал по своему мотоциклу. И тут бац! И он находит такой вариант, что есть вроде бы автомобиль, а вроде бы и с такой вещью, которая ему всегда будет напоминать о мотоцикле. То есть, если вы когда там катались, либо смотрели за мотоциклами какие-то видосы, вы видели, что у них всегда какая-то аналогичная приборка. По эргономике данного автомобиля, то есть если отстраниться от приборки, это опять же вкусовщина, кому-то она очень сильно понравится как хозяину автомобиля, а кому-то, возможно, не очень, потому что она очень сильно отличается от всего того, что представлено на рынке. Сделана очень большая такая торпеда, очень здесь много пластика, не дотянуться до окончания лобового стекла. Создает это такой интересный эффект, что вроде бы вы находитесь в автомобиле Б-класса, но при этом кажется, что он нереально большой просто. Он просто громадный. Дизайн, конечно, здесь уже сделан намного интереснее, чем в Aveo предыдущего поколения, либо Лачете. Уже он более современный. То есть автомобиль 2012 года, а как бы сюда садишься, и нет такого ощущения, что что-то здесь такое старенькое, старомодное. Например, вот эти вот дефлектора, они вообще как-то на Мерседесы немножко даже так похожи, да? Я впервые сел в этот автомобиль ночью, и мне вообще показалось, что вот это тоже дефлектора. Потом я заметил, что нет дефлектора здесь, а здесь просто такие вот интересные полочки. Непонятно, правда, до конца для чего они, но, наверное, каждый свое применение для них себе найдет. В эргономическом плане здесь не хватает подлокотника, чтобы вот прям все было очень хорошо. А так, в принципе, вот как бы, когда он здесь появится, рука идеально дотягивается до рычага переключения передач. Все кнопки у нас также в доступе, весьма плохом, неплохом, то есть не нужно до них куда-то далеко тянуться. Есть даже в этой базовой комплектации какие-то такие моменты, как кнопки на руле с управлением музыкой. Штатная ГУ у нас с Bluetooth, то есть вы можете уже разговаривать нормально по телефону. И имеется кондиционер. Как бы это уже хорошо для базовой комплектации тех лет.
Из нюансов, чего здесь нет, вот, к сожалению, о чем я забыл сказать, будучи на улице, это нет дневных ходовых огней. Ну, как бы это все решаемо на самом деле. Давайте проведем небольшой тест-драйв, прокатимся. Так вот, не совсем обычно у нас вставляется ключ, ищешь его немножко как бы в другом месте, но сделано классно, здорово. Например, если сравнивать это с моим автомобилем, Ладой Вестой на данный момент, то он вставляется в более привычном месте, но смотрит немного вниз, и я на него задеваю коленкой. Здесь вот как бы вообще без вариантов, он никак с ногой не встречается. Это здорово, это молодцы, это GM. Ну, приборка, конечно, интересная. Я ни для кого не открою секрет, на этом автомобиле я, конечно же, уже поездил, и хочу сказать, что она прям немного провоцирует тебя выкручивать двигатель, потому что ты на нее смотришь, словно едешь на каком-то спортивном мотоцикле, ну, либо как минимум на спортивном автомобиле. Начинаем движение. Я не знаю, насколько это хорошо слышно на микрофон, но сразу ловимся на мысли. Здесь вот видите, асфальт у нас такой грубый, шумоизоляция у автомобиля весьма и весьма посредственная. То есть, если бы это был мой автомобиль, наверное, первое, на что бы я обратил внимание, это на шумоизоляцию именно колес, арок колесных. Потому что двигатель здесь звучит весьма интересно. Нужно ли вот его глушить шумкой? Наверное, нет. Но от колес шума многовато. То есть даже вот мы сейчас едем со скоростью 60 км в час, и я, конечно, понимаю, что на микрофон меня будет очень хорошо слышно, но на уровне всего этого фонового шума непроизвольно начинаешь повышать голос. Это, конечно, сразу же говорит о том, что шумка здесь такая себе. Передачи переключаются очень и очень хорошо. То есть все залетает четенько, все включается очень легко. По расходу топлива владелец уже покатался на этом автомобиле и по трассе на нем передвигался. Опять же, в интернете найдете массу отзывов, что расход слишком большой. На самом деле, со слов водителя, владельца этого автомобиля, он не очень большой. Вполне себе нормальный расход, сопоставимый со всеми конкурентами. Автомобиль весит немного, там немногим больше тонны, там, наверное, где-то тонну 100, в базовой комплектации может и поменьше. И двигателя в 115 лошадей для него, можно смело сказать, хватает. Автомобиль раскручивается очень бодренько. У него неплохая управляемость. Вот опять же, если сравнивать его с корейцами, с Рио, либо с Солярисом, то мы знаем, что самые первые модели, которые пошли, там, Соляриса, либо первые модели Рио третьего поколения, они были сделаны слишком мягкими. И у них была такая проблема, что на трассе люди попадали в аварии даже вот от этого сильного бокового ветра. То есть управляемость у них была очень плохая. Они знали, что в России плохие дороги, сделали их слишком мягкими и проиграли в этом. Дальше они стали играться с жесткостью пружин, амортизаторов, то есть несколько генераций было, когда они делали все жестче и жестче. В итоге автомобили получились слишком жесткими, но один хрен очень плохо управляемый. Вот Рио и Солярисы, если вы выезжаете там на трассу, то есть межгород, это ваша тема, там хотя бы раз в неделю, вот эти автомобили, ну, я бы не стал рассматривать покупки, потому что с управляемостью у них есть вопросы. Авео, он на их фоне просто идеален управляемости. Вот в плане вхождения в повороты он очень собранный, как заметил сам хозяин автомобиля, его можно сравнить немного с третьим фокусом. То есть, насколько мы знаем, фокус в C-классе, у него образцовая всегда была управляемость. То есть повороты держат очень хорошо. Ну и, как я говорил ранее, на высоком профиле, на высокопрофильной резине тачка при этом еще и не сильно жесткая. Да я вообще не могу сказать, что она жесткая. Вот мы сейчас едем по всяким мелким ямочкам, они меня вообще не напрягают. Соответственно, все, что вроде бы я хотел вам рассказать об этом автомобиле и, наверное, мог рассказать, ну плюс-минус, я это сделал. Если что-то остались какие-то вопросы, обязательно пишите об этом в комментариях. Стоит ли рассматривать этот автомобиль? Да, конечно, стоит. Мало того, что мы здесь имеем очень интересный внешний вид, если он вам нравится, то плюс ему большой. Имеем очень хорошую надежность.
массу аналогов по запчастям, недорогое обслуживание. Также не стоит забывать, что, ну вот лично в моем регионе, там, где я живу, этих машин мало. То есть, неважно, ты в Смоленске находишься, либо в область выезжаешь, Солярисов и Рио, вот этих всех Поло, их просто как грязи, в каждом дворе их десятки штук. И покупая такой автомобиль, вы просто как бы становитесь, ну, серой массой, да? Кому-то на это без разницы, кому-то это принципиально. Покупая такой автомобиль, вы получаете плюшки сверху в виде надежности, да? И плюс ко всему, их не так уж и много, то есть в любом случае на вас кто-то будет обращать внимание, кому этот автомобиль точно так же нравится. На этом мы и подытожим. Всем спасибо за внимание и до новых встреч в новых видео.